Привет всем, кто меня слышит. Сразу раскрываю спойлеры. Zigat Odyssey – это очень хорошие наушники. Они в числе немногих занимают самую верхнюю позицию в моем тир-листе AM-наушников. Это редкий случай, когда сразу при первом прослушивании я получил вау-эффект, и они до сих пор меня не разочаровали. В этом видео я расскажу, как я выбирал именно эту модель из линейки Zigat, почему я взял Odyssey именно первого поколения. Попытаюсь объяснить, как они звучат, и сравню их с другими моими любимыми наушниками. Все это есть в тайм-кодах, а в описании будут ссылки на все наушники, упоминаемые в видео. Не переключайтесь. Так вот, Zigat, что это вообще такое? Это интересный представитель новой волны китайских Chi-Fi брендов. Это не старая компания с историей, а инженерная команда, которая сначала долго работала в тени, выпуская OEM-модели для других брендов, и только недавно, с 2023 года, вышла на рынок под своим именем. Но у них есть реальный опыт собственной разработки. Фактически они уже давно разрабатывали драйверы, детали корпуса и настраивали звук для чужих моделей, а потом решили, что им нужен свой бренд. И вот это странное слово Zigat расшифровывается как Zero in on ideas, innovate, grow and achieve all together. Но, по крайней мере, здесь есть какая-то действительно идея, а не просто очень странный пугающий набор букв. У них мало бюджетных моделей, в основном это средний и высокий ценовой сегмент. И во многих обзорах, которые я видел, часто отмечали, что у них очень сильный звук за свои деньги. Хорошие драйверные конфигурации, интересные тюнинги и профессиональный инженерный подход к звуку. Есть много приверженцев этой марки, которые собирают у себя прямо всю линейку их наушников. Но выбрать что-то одно из этой линейки Zigat мне было непросто. Еще и потому, что у них модели достаточно дорогие, и экспериментировать приходится осторожно. Еще добавляет сложности то, что у всех их моделей практически одинаковый дизайн. Отличается только цвет вот этих их фирменных фейсплейтов с краплениями блесток. Хорошо еще, что хотя бы названия более-менее понятные. Я посмотрел много обзоров на разных языках и из среднего по цене сегмента выбрал несколько моделей. Потом я изучил их АЧХ в сравнении с теми наушниками, которые есть у меня в наличии. Я сразу отметил, что многие модели Zigat имеют полновесные и непроваленные средние частоты, что мне очень нравится. И еще послушал, как они примерно звучат в сравнении друг с другом на канале Glen Gain Audio. В результате я остановился на Zigat Odyssey. Хотя в списке претендентов были еще Crescent и Horizon. Но Crescent описывали как слишком искристые на высоких, а у Horizon был явный провал на мидбасе. Итак, Zigat Odyssey – это гибридная модель с одним динамическим и 3 арматурными драйверами. И у нее есть 2 версии, первого и второго поколения. Первая Zigat Odyssey была очень популярна, и выстрелила она не потому, что была идеальной, а потому, что попала в редкое сочетание баланса и характера. Большинство AM делится на 2 лагеря. Либо это V-образная АЧХ, поднятый бас и верха, проваленная середина, либо скучно-референсные. Odyssey 1 попала ровно между. Середина не провалена, бас есть и он ощущается. При этом звук сочный и фактурный. У нее есть эмоции и характер, но при этом этот характер не универсальный. Возможно, на каких-то жанрах или источниках такой звук понравится не всем. И производитель во второй версии попытался сгладить острые углы и сделать звучание более усредненным, подходящим широкой аудитории. Звук стал ровнее и мягче, но менее выразительным. По АЧХ видно, что подрезали верхние частоты. Добавили акцент в зоне 4-6 кГц. Звук стал более четким и даже слегка клиническим. И провалили так любимый мной мидбас, который добавляет телесности звуку. Сам бас стал более раздутым, но пустым, зефирным, как его охарактеризовал один из обзорщиков. В результате я выбрал первую версию. И, надо сказать, мои ожидания полностью совпали с реальностью. Сразу скажу про упаковку и комплектацию. Здесь все на минималках. Кабель простой и тонкий. Во второй версии он, кстати, гораздо лучше и со сменными коннекторами. А здесь производитель как будто говорит: мы все вложили в звук. И наушники по звуку меня действительно впечатлили. Это какие-то новые для меня ощущения. Текстурный, сочный и вкусный звук. Очень открытый низ. На некоторых композициях бас прям качает барабанные перепонки.
На iBass DX180 казалось сначала слишком мощно, но при этом такой бас совсем не утомляет. На более светлых источниках просто идеально. Средневысокие интересные. Вроде бы есть явные акценты, но они не режут и не раздражают. Отличный объем и звуковая сцена. Это такое логичное продолжение моего пути идеальных наушников. От Dunu Titan S2 через TrueEar Pure к этим Zigat Odyssey. Это 3 прекрасные модели, и их объединяет хороший частотный баланс. Без жестких высоких частот, с полновесной серединой и без чрезмерных инфранизких. Dunu Titan S2 они играют чище и быстрее, с хорошим контролем. Технически правильные, но не протяженные по краям частотного диапазона. С яркими ВЧ, но не сухие. С наполненной серединой. В сравнении с ними Zigat Odyssey больше массы удара. Звук сильнее качает, больше фактуры и плотности. TrueEar Pure – звук более ровный, честный и нейтральный. С акцентом на средних, драйвовый, но слегка шершавый и грубоватый. И в этом их прелесть. В сравнении с ними Odyssey более музыкальные, добавляют еще больше эмоций, веса и чуть подкрашивают звук. Но эти 3 модели сильно отличаются от наушников с более традиционной V-образной АЧХ, типа Simgot EVO 300, которые мягче и теплее, или Moondrop Aria 2, которые воздушнее и техничнее, или Tangzu UX1G, которые ярче и шире по звуковой сцене. Но это все модели, которые делают акцент на басе и верхах за счет потери веса в середине. Это другой популярный, но тоже интересный подход к звуку. Но мне больше нравятся модели, о которых я сказал ранее. Вам же я советую самим поэкспериментировать со звучанием разных моделей, поскольку только сравнивая звук, можно понять, насколько он может быть разный и какие наушники понравятся именно вам. Ссылки на все упоминаемые модели в описании к видео. Буду рад вашим лайкам и комментариям. Вообще количество и качество комментариев под моими видео меня очень вдохновляет. И, конечно, не забудьте подписаться на канал. А у меня на сегодня все. Всем пока.